Всем привет! Вы на канале Польза Стримы, Польза Лайв. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сейчас вы наблюдаете за тем, как способен снимать на основной модуль, а другие модули не способны в этом разрешении снимать при переключении. То есть при наличии телевика этот смарт может снимать 4К 30 FPS, но переключаться на него нельзя. На него можно переключаться с ультраширика на основу на телевик только в 1080p 30 FPS, и вряд ли это как-то поменяется, потому что процессор здесь довольно слабый. И, как говорят, а что-то может завезут, может быть. Так что, если вы собираетесь приобретать данный смартфон, советую вам смотреть подобный ролик только с выключенным звуком, так как всем фанатам каких-то устройств вот такие однотипные мои обзоры с одинаковым сценарием, лифт, прогулка, рассказ, они не особо хорошо справляются. Почему? Потому что проц не вывозит, так же как в принципе Huawei не вывозит видеосъемку с его процессором довольно древненьким и 12 годом андроидом. Вот то же самое с Realme. Его вот эта стабилизация в 4К 30 FPS, чтобы вы понимали, я стараюсь идти хорошо. И здесь не дело в том, хорошо, плавно. Сейчас объясню почему, а до того, как я объясню почему, не забудьте подписаться на канал с колоколом. Здесь уже больше 120 подобных обзоров за последние 3 года в одинаковых условиях. Я в максимальном разрешении, только не 8К. Если есть 4К 60 FPS, если есть 4К 30 FPS, снимаю на все смарты, рассказываю, как они себя вели в прожарках. Это на канале Польза Стрима, мы их гоняем в онлайне. Вы задаете вопросы, делаете выводы. Продавцы обычно пишут, что просто у меня руки корявые, а так смарт должен работать лучше. И все. И на основном канале есть уже полноценный обзор, где под этим смартфоном мне написали очень классные комментарии. Их там очень-очень много, но мне больше всего понравилось, почему его продают в раз 30 меньше по объемам, чем тех же покафоны. Опять же, покафоны демпингуют ценами. У них хватает недостатков просто мрачных. И там был классный комментарий. Покафоны просто покупают те, кто их перепродают. То есть, в таких количествах их просто приобретают перекупы. Наверное, они их тоже куда-то девают. А к чему это? К тому, что обычно покупатель голосует рублем. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. И штатно я все время все смартфоны вот этот купил. Прожариваю на канале Польза Стрима, потом делаю полноценный обзор, потом делаю обзор одним кадром, чтобы вы прикидывали, как вы сможете его использовать, если приобретете его себе. Логично, что если вы хотите снимать в 1080p 60 FPS, вы можете купить какой-нибудь дешман за 1012, вам не нужно 4К. Вот. А если у вас смартфон за тридцатник, пусть даже, пусть даже он у вас с 4К 30 FPS, там же обещают стабилизацию, вот вы ее и наблюдаете. Как классно мне написали также в комментарии, что у других блогеров съемка лучше. Почему лучше? Потому что все очень просто, они снимают в 1080p 60 FPS, а вы смотрите это потом не на планшете, не на телевизоре, а на очень маленьком смартфоне в плохом качестве. Вот и все, и вы не видите разницу. И плюс они вот так стационарно снимают. То есть если я вот так встану и буду говорить, вообще отлично выглядит храм. Сейчас я не буду говорить, что камера тормозит, допустим, я ее поворачиваю, а она тормозит. Буду говорить, смотрите, здесь есть автофокус, примерно как в смартфоне за 10 тысяч рублей, да? Ощущение будет другим. А если ты начинаешь двигаться, то не все так хорошо. Но смысл не хейтить смарт. Смысл в том, что первое, девиз канала рассказать вам максимально подробно с целью сэкономить вам средства. Второй момент. Я всегда стараюсь акцентировать внимание на недостатках, потому что на достоинствах вам все остальные акцентируют внимание и расскажут, почему вам стоит это дело приобрести. С чем я точно согласен, что с 9-й линейки, а это уже на секундочку, Realme Note 14, Realme 14 Pro Plus, Realme 14 Pro Plus, так вот, это уже 5 линеек, особо ничего в лучшую сторону точно не поменялось. То есть, если вы посмотрите примеры фоток, видео, вот эти 5 получается, поколений, в принципе, как и Redmi, они эксплуатируют бренд, что-то улучшают, но это все по вершкам. Начнем с полезного. Полезное что? Полезное здесь комплект. Комплект здесь, полезное в первую очередь то, что мне уже предъявили, что есть на Dimensity такой же смартфон, я его не встречал. Может, он китайский. У меня глобалка на Snapdragon 7S Gen 3, по-моему, да.
выбивает 800 тысяч баллов в Antutu, как мне уже писали. Но 5 лет назад 3 восьмерки выбивало столько же баллов в Antutu. Но вы понимаете, сколько это времени прошло? Кстати, он сбросил яркость. Ну ладно, главное, снимает. И 3 восьмерки это точно не тот процессор, на который хотелось бы равняться. Ну, плюс должен быть прогресс. 5 лет на секундочку. Так, он точно снимает? Да, он снимает, просто пишет, перегрелся. Так вот, не нагрейтесь, не купите китайскую версию, потому что ее могут заблокировать. Там должно быть написано глобальная версия. И в глобальной версии, соответственно, в комплекте идет чехол. Сейчас я снимаю без чехла, чтобы он не перегрелся, но он все равно перегрелся. Помимо чехла идет зарядник на 80 Вт. И помимо этого, разумеется, кабель для зарядки и ключ для извлечения слота под сим-карты. Магия в том, что здесь сразу... Почему, кстати, почему я стараюсь снимать на него нормально, так как я знаю, что затряска у него лютейшая. Потому что, когда я выгружаю подобные ролики, обзоры одним кадром, очень надеюсь, что если вам вообще нужен этот контент, даже вы хейтеры, вы поставите лайк и напишите продолжать. Потому что YouTube думает, что я идиот. Ну, что я выгружаю видео ужасного качества, и поэтому он его меньше рекомендует. То есть я не люблю делать подобные штуки. Может быть, кстати, по этой причине народ очень минимальное количество, может, даже это не задумка из разряда продать устройство, что народ минимальное количество времени уделяет камерам. Хотя вдумайтесь, в смартфоне сейчас минимум, ну вот в этом, допустим, ультраширик, основа, телевик и фронталка, 4 камеры. В топовых идет по 5 камер. Еще какой-нибудь макро и затычка. В общем, может быть, этих модулей немереное количество. Но технически народ заморачивается исключительно с чем? С фото. Ну, потому что так проще, и, может быть, по этой причине минимальное количество видеосъемки для того, чтобы кручу-верчу, обмануть хочу именно YouTube. То есть, чтобы не продавать YouTube плохую картинку. Потому что вот когда ты подобное вставляешь, вот я подобное вставил в обзор Realme 14 Pro Plus, это не какой-то там флагман с хорошей картинкой. Это вот то, что вы сейчас видите. И по стабилизации, и по всему остальному. И повторяю, что можно сделать вот такие кадры, сказать, что он очень неплохо справляется с солнцем, со светом. Относительно пока у него и по фото... Ну, по фото все намного лучше, по видео он намного хуже, по той причине, что у него нет 60 FPS, потому что у него проц не тянет. Вот, теперь начнем, собственно, с обзора. Обзор, что я в нем заметил, хорошего, плохого и всего остального. Первое, датчик приближения физический, спасибо им за это, начнем с хорошего. Второе, плотность пикселей субфлагманской 450 ppi, это просто норм. Можете кстати, все перепроверяйте, потому что это я из головы беру. И что-то помню, что-то нет. Третье, как мне написали, это для кого-то плюс, он может переключаться между модулями ультраширик, основа и телевик в 1080p 30 fps. По мне это дно, но так как его продавцы, фанаты, еще кто-то считают это плюсом, окей. Я в ролике показывал, что он не может переключаться с телевика на основу. И что если ты снимаешь с основы в 4К 30 fps, он не может переключаться на телевик. То есть ты, получается, даже в 1080p 60 fps не можешь переключаться между модулями. Круто ли это для смартфона, который они пытаются продавать в ритейле по 40-50 штук? Я думаю, нет. Повторяюсь, рекомендованная цена вот сейчас на Алихе, он 27 штук глобалка стоила. Плюс там промик у кого-то работал, у кого-то не работал, от 26. Если вы его увидите 25-26, хороший смартфон для фото. Но опять же, для фото, если вы покупаете его не на какой-то там другой, может быть, платформе, вы можете просто приобрести какой-нибудь фотоаппарат-мыльницу. И вот вся Азия ходит с мыльницами, то есть у них дешевый смартфон, допустим, старый iPhone или старый Samsung и мыльница с собой. И вот они на них фотографируют почти везде. Я уже говорил в кружках в моей личной телеге. Кстати, подпишитесь, есть телеграм-канал скидок, если хотите помочь проекту. Телеграм-канал Болталка, где, сколько там у нас, 19 тысяч человек, по-моему. Где мы просто общаемся, что лучше. И мой личный телеграм-канал, где я скидываю исходники. Вот исходники фото с него в большом количестве, видео. Иногда скидываю там этот лютейший роллинг-шаттер. И продолжаем к плюсам. Оптический сканер отпечатков пальцев здесь работает быстро. 9 из 10 раз он срабатывает, расположен низко, но претензий к нему особых нет.
Относительно Poco у него плюс датчик приближения физический, за это огромный плюс. Рекламы меньше, она все равно есть. То есть почитайте в комментариях, кто ее где находил в Realme, как она где не отключалась с этими их помощниками. Но она минимальна. Фото он делает лучше, чем Poco, однозначно. Во всяком случае, на телевик 100%. Да и на основной модуль, по мне, тоже, притом значительно лучше. И не говоря уже о фронталке. Но у фронталки тоже магия. Допустим, мы видим там 4К 30 FPS. Вау, круто. Но на фронталке логичнее было бы иметь 1080p 60 FPS. Они имеют его? Ну, спойлер, нет. То есть этого дела здесь нет. Разумеется, нет беспроводной зарядки, но здесь есть IP68, IP69, как они обещают. Есть отдельный режим для видео. Это тоже огромный плюс. То есть вы входите и уже управляете потом кнопочками. Плюс есть еще режим удаления влаги из динамика, так же как в умных часах, допустим, в некоторых, или в смартфонах. Ну, это очень круто. Вот, то есть в целом они выпустили очень неплохую модель. С яркостью здесь неплохо, в играх он нулевой. Ну вот дальше к минусам. В играх он нулевой, разумеется, потому что запаса никакого. А по поводу игр еще и того, что он нулевой, он грамотно сбрасывает яркость, при том, что ты когда выходишь, он ее восстанавливает. Разумеется, никаких там 90 FPS в PUBG New State нет, никаких 120 FPS в обычном PUBG. Тач ужасен просто. Но он не прям ужасен для смартфона за 15 тысяч, он нормальный. А для смартфона за 25 ты ожидаешь чего-то большего. И когда вопрос у чего? У Honor тех же. Допустим, а что можно было за 30 тысяч купить? iQOO Neo 10 с LTPO-шным экраном. То есть здесь у нас нет никаких технологий, кроме того, что вам продают хорошие фотографии, честно, хорошие. Которые подтормаживаются, у которых проблемы со стабилизацией, у него проблема с цветопередачей, не особо, кстати, большая. Но упаковано это все так грамотно, еще и в корпус защиты от влаги, что не хочется вспоминать, вот как мне уже писали в комментариях. Ну и что здесь не металлический корпус? Так я даже в обзоре не сказал, что у него нет металлической рамки, как, допустим, у того же Samsung A55 год назад за меньшие деньги. Окей, нету и нету. Я не сказал, что здесь нет экрана LTPO, как, допустим, у iQOO Neo 10, который просто пушка, бомба, гонка по сравнению с этим смартфоном. Никаких там обходных зарядок, что они просто тупо пичат, по-другому не сказать, не супер мощный процессор, все очень дешевое. Народ, разумеется, переводит в лицо вот эти продавцы из разряда Bluetooth какой, 5.2 или 5.4. Друзья, перед вами стоит проц на 800 тысяч баллов, который абсолютно не конкурентно способен. Им как-то надо продавать этот смарт. И довольно неплохое решение, так же, как делает Honor со своим X9S, который я, кстати, купил в итоге за 22 тысячи рублей. Там тоже из смартфона это только то, что им там можно гвозди забивать и все. То есть они пошли по пути. А что у нас самое дешевое? Ну, упаковка. Потому что ни технологии, ни процессоры, все это дорого. И мораль-то какая, что вы, имея смартфон довольно неплохой, не получаете ничего, чтобы могло вам сказать: о, вы в 25-м году. И все. То есть у вас есть телевик, как говорят, еще с оптическим зумом, все бежать, покупать, с очень плохой стабилизацией, без возможности переключения между камерами в видео, с 4К 30 FPS на основном модуле, без 1080p 60 FPS на фронталке, может, завезут, я очень на это надеюсь. Ну и все. И как вы можете его использовать? Правильно, как мне пишут, я делаю фотографии на телевик, поэтому портреты получаются с хорошей оптической, с красивым оптическим размытием. Никакой смартфон так не может. Окей. И, в общем, вот, наверное, если вы портретный фотограф, и люди, с которыми вы общаетесь, преимущественно интересуются в этой жизни фотографиями портретными, которые вы делаете, кошек, собак, либо, допустим, счетчиков, либо вы, правда, друзей, либо модели какие-то у вас есть, и вы себя позиционируете как портретный фотограф, уходите не с фотоаппаратом, не с каким-нибудь флагманом, а с Realme, то это хороший девайс. Без сарказма. Насчет того, когда я говорю про конвейер, Realme, правда, врубили конвейер в состоянии просто космос. Каждые 2 месяца, 3, там, они выпускают новую модель, и вообще плевать, что они выпустят. Для чего? Как говорят, чтобы догнать номерные модели от Redmi, а мне кажется, что просто они на волне хайпа. Народ все равно одно и то же покупает из-за телевика, и все. Ну, это единственное, мне так кажется, потому что
Я других-то изменений не вижу. Если сравнивать с Redmi аппаратами современными, то они, конечно, вообще дно. То есть они выпустили бесполезное дно для глобального рынка, потому что если в китайских версиях у Redmi были хотя бы китайские телевики, то в обычных нет. И такая мантра простая: сравнить Realme со старыми Realme и с днищенскими Redmi. И не сравнивать по видеосъемке с Poco. Ну, это вот как я увидел в интернете. Может, я как-то по-другому это увидел. И логично, что для чего, повторяюсь, вам нужен процессор. Правильно говорят, что не обязательно переходить на новые смартфоны. Что они вам дают? Кроме видеосъемки, ну, ничего нет. Ничего нету, что много ест. Если вы не играете, у вас нет видеосъемки в том, что вы используете, то все эти а-ля телевики, они вам нужны, ну вот реально, 30 тысяч рублей вы можете купить очень хороший фотоаппарат. Очень, мыльницу, прям супер классную. И она будет снимать просто нереально. Вот, наверное, так. То есть, в каком-то смысле, у Realme не то что стагнация, у них, говорю, с 9-й модели, мне правильно пишут, Realme 9-х моделей рвет последние вот эти сейчас, и нет смысла переходить. Не совсем понятно, да, смысл переходить, но, опять же, у каждого девайса есть свой покупатель, у Realme есть свои фанаты, свои друзья, у них есть свои мероприятия, они, в принципе, отрабатывают свой номер. Насколько эффективно и эффектно, говорю, показывают продажи. Я считаю, что покупатель, как и зритель, как и человек, который интересуется техно, он не идиот, и он умнеет. И это большая проблема для Realme, потому что продавать чисто телевик — это очень сложно. Но, кстати, они справляются, но по мне довольно плохо. Я повторяю, что для того, чтобы понять, что я такой не один, либо я такой не один тупой, либо я не один такой умный, достаточно зайти на странички на любой платформе и посмотреть количество продаж. У Poco X7 Pro и у Realme GT7, Realme 14 Pro Plus, они одинаковой стоимости. И там вы увидите, что людям важно. Плоский экран, здесь он, кстати, не плоский, и пусть он даже не очень такой весь водопад, но мне он, допустим, не люблю я водопады такие. Вот, что люди хотят. Хотят мощи, гипотетической, там еще чего-то, нужна она им или нет, но они платят. Ну, то есть я, когда покупаю какое-то другое устройство, я понимаю, что в машине я плачу за двигло. Здесь двигла нет. Но в то же время говорят, у тебя там багажник на 20% больше. Хорошо. Зарядка здесь быстрая. Нет, уже 6000 мАч. Да, хорошая очень внутри банка, но час 10, час 15, час 20 он у вас будет заряжаться. Это не супер быстро, это не там вау, круто. А по поводу сброса яркости, так он, в принципе, даже у него 800 тысяч баллов, он просто говорит: друг, я ни под что не оптимизирован, черт знает, буду ли оптимизирован или нет, я просто сбрасываю яркость и отрубаю тебе потихонечку тач. Окей. Так что, физически мне смартфон безумно понравился. По поводу видео возможностей, они здесь не на уровне стоимости вообще. По поводу продажи телевиков, Honor 200, как говорят, он хуже, лучше. Вы понимаете, что дальше идет уже мерение органами из разряда: в фотографиях можно продать любую дичь. Любую дичь. Ты просто устанавливаешь Gcam на какой-нибудь дешманский смартфон, делаешь постановочные фото с хорошим освещением, в красивых местах. Желательно, чтобы еще водичка была. Вот так же, как я для вас хожу 3 года. Это же идеально продающие кадры. Но нужно понимать, что у вас они будут другие. То есть они у вас будут, как у меня, лифт примерно. Чаще всего. И сколько у вас солнечных дней? Вот так надо мучить камеру. Так вот, если вы видите этот смарт за 25 штук, он свои деньги отрабатывает на 100%. Запас у него отсутствует. То есть это как средняк, прям средняк низкого ценового сегмента именно по мощности. Сколько номерных моделей еще Realme выпустит за этот год? За прошлый выпустили, по-моему, 3. 3. То есть к концу следующего года будет 17-й. Как вы будете, как мне говорят, вот, и повернут на том, чтобы продать устройство потом. Ну, как бы люди, да, люди тратят деньги, друзья. Все, кто вот сейчас вы серовозы, или вам посылают эти девайсы, или еще что-то. Я понимаю, что вы не прочувствуете то же самое, что когда ты голосуешь рублем. Но когда люди смотрят, вот сейчас смотрите этот обзор, и вы напишите: да вообще плевать, я его потом выкину, еще что-то. Если бы вам было плевать, вы бы не смотрели обзоры, вы бы покупали последние айфоны, раскладушки у Samsung и ждали бы раскладушку от Яблока. Или там по 400 тысяч покупали бы Huawei на 12-м андроиде, вот эти вот тоже раскладушки. Давайте будем честны.
Либо у вас есть культура потребления, у вас есть эти деньги, и вы примерно прикидываете для себя, на что вы готовы потратить свои средства. И это более чем нормально. Либо вас интересует техника, но это прям совсем маленький процент, кого интересует техника и много-много денег, и у них много-много денег, и они выберут не S24, 25 Ultra, они выберут не последний вивовский смартфон X200 Pro, X200 Mini или какой-нибудь там, не знаю, Oppo Find X8 Pro с ужасной стабилизацией на видео, поиграться. А вот такие, я вот хочу Realme на 800 тысяч баллов, здесь такие инновации, здесь есть телевик. Я сомневаюсь, что вы так думаете, но это имеет право на жизнь, ваше мышление такое. И мое-то дело чего? Я вот сейчас вам показал, как это дело отрабатывает при видеосъемке. Показал. Вы сделали выводы? Сделали выводы. По поводу стоимости, я уже сказал, я не могу в отрыве от стоимости относиться к девайсам. Вот такая у меня политика канала. Много-много-много лет. И имею право. Вот как бы так. Так же, как я сравнивал его с Poco X7 Pro, который, опять же, я смотрел, и обзоры, и сравнения народ скидывает фотографии. По мне, Realme ушатывает Poco X7 Pro по фото по полной программе, по всем модулям. Кроме ультраширика. И фронталка, и телевик прям, телевика у Poco X7 Pro в принципе нет, и по основе с недостаточным освещением. Там пытаются люди на двух стульях по мне усидеть, когда говорят плюс-минус одинаково. Вообще не одинаково, даже близко. Realme поедает Poco по фото. По видео, по фронталке Realme выигрывает, у 7 Pro по основе и всему остальному, Realme это жесть. Вы сейчас это видели. Опять же, это вот это идеальные условия. Рассеянный свет, никаких бликов, никаких диодов там, солнце, море. И вот так он сможет вас снимать. Видите, я специально не быстро хожу, а то пойду быстро и все. И вот будет что. Вот что будет. Вот так что Realme, плюсик мне в карму за то, чтобы вам можно было продать это устройство, что я вот так не ходил, как обычно хожу с другими смартфонами, которые способны снимать нормально. Наверное, так. По поводу хейтеров, по поводу брендов. Откройте любой мой обзор на любой смартфон. Я очень часто повторяю. Смартфон люди на Poco смотрят, пишут, вот ты его хейтишь, Realme фанат. На Realme смотрят, ты ненавидишь Realme, мы вот прям чувствуем. Особенно, кстати, друзья Realme чувствуют, что я не люблю Realme. Друзья Samsung чувствуют, что я не люблю Samsung, кстати, в комментариях тоже. Друзья Sony то же самое. И, в общем, если так посмотреть, я, наверное, друг только людям, которые более-менее относятся с трепетом к своим финансам и к своим деньгам. Так что, я надеюсь, я ваш друг. Надеюсь, что мои обзоры каким-то образом экономят вам средства. Одно могу сказать на 100%. Если вы после моего обзора не купили что-то, вы деньги сэкономили. Потому что не потрачено, то сэкономлено. Хотите помочь каналу, подписывайтесь на ТГ Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, скачивайте исходники, оценивайте для себя, вообще оно вам надо. Можно еще подождать 3 месяца, они еще одну номерную модель выпустят, наверное. Или устанут. Может быть, Realme устанут и хотя бы полгода дадут до следующего смарта, как вы думаете? Но я не уверен. Девайсу от меня за 25 тысяч однозначно да, он найдет своего покупателя, потому что можно в примерах видео поставить просто видео в роликах 1080p 60 fps, можно фоточки при хорошем освещении делать, можно акцентировать внимание на сравнении со старыми моделями, а не с моделями от Poco, и все будет норм. Но пока у Realme, кстати, этот норм не особо сильно получается. Повторяюсь, смотрите на продажу. Вот этот коллективный разум покупателей, он уже неплохо работает, люди обучились и не хотят покупать что-то непонятно что задорого. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Вот такие последние виды. Он доснимал. На ультраширик, конечно же, не перейти. Это не телевик, это зум. Все. Отлично, что телефон снимает. Главное на штатив поставить, да?